Новые нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября 2021 года. В России вводятся нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Президент Владимир Путин разрешил регионам расширять эти сроки. При необходимости нерабочие дни могут ввести раньше и продлить после 7 ноября. В указе президента сказано, что заработная плата за нерабочий период должна быть сохранена. Бесплатно посмотреть и скачать указ об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 можно по ссылке, которую вы видите на экране, а также перейти по ней под видео в описании. Канал Предприниматель Инфо. Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что за неделю зафиксировали 222 241 случай заболевания коронавирусом. Это на 15,5% больше, чем на прошлой неделе. 20 октября в России заболело 34 073 человека, а умерло 1028. Это новый рекорд по количеству смертей за сутки с начала пандемии. По данным Минздрава, наиболее напряженная ситуация с коронавирусом наблюдается в 7 регионах: Удмуртия, Пермский край, Башкирия, Оренбургская, Тюменская, Ивановская области и Татарстан. Статистика по коронавирусу на самую последнюю дату представлена на сайте stopcoronavirus.rf. Многие регионы уже ввели дополнительные меры, например, обязательную вакцинацию для отдельных граждан и QR-коды для посещения общественных мест, кафе, ресторанов, театров и так далее. Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова заявила, что этих мер недостаточно, поэтому Оперштаб предложил объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими с сохранением заработной платы. Премьер-министр Михаил Мишустин и президент Владимир Путин поддержали это решение. Власти регионов могут ужесточить ограничения. Например, в Крыму обсуждают введение жестких мер для путешественников на выходные, которые приезжают из других регионов. Еще власти рекомендовали работодателям России выделить сотрудникам 2 дополнительных выходных для вакцинации, а людям, у которых коронавирусом заболел член семьи, посоветовали брать больничный. Глава Оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова призвала россиян не путешествовать по стране во время нерабочей недели. Еще она предложила региональным властям запретить кафе и ресторанам принимать посетителей с 23 часов до 6 утра. А для посещения общественных мест призвала ввести QR-коды во всех регионах России. Они должны подтверждать, что посетитель сделал прививку или переболел коронавирусом, а если у него медотвод, то гость должен показать отрицательный результат ПЦР-теста. Сейчас в каждом регионе действуют свои правила. Где-то посетителей пускают в общественные места и с отрицательными результатами тестов, а где-то только привитых и переболевших. С посещением банков сейчас тоже очень сложно. Зато могу сказать, что банк Тинькофф не нужно посещать самостоятельно. По любым вопросам вас консультируют онлайн ваши личные помощники, не боты, а живые люди. И представители выезжают к вам. У Тинькова очень выгодные условия. Повышенный кэшбэк по обычным и кредитным картам, пополнение без комиссии со счетов любых банков, снятие без комиссии в банкоматах любых банков. Кэшбэк возвращается реальными рублями, а не бонусами. Ну и вообще очень много плюсов. Сама пользуюсь уже несколько лет и очень довольна. Заходите. Друзья, задавайте свои вопросы, всем отвечу.